Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете наши новые встречи с Дмитрием Спиваком. Как это правильно говорится? Все хорошее когда-то возвращается. Дмитрий, приветствую вас. Да, 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 как это в КВН было. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Приветствую тебя, Александр, приветствую зрителей. Альтернативная точка зрения Спивака готова к эфиру, дискуссии, вопросам, диалогу обо всех тех темах, которые сегодня происходят. Я для зрителей сейчас два слова скажу. Вот там перед эфиром Саша меня спросил, там, как дела? Как дела в Одессе? Я говорю, ну, холодно там. Во-первых, погода, морозы. Во-вторых, там по 12-14 часов без света. А Александр меня спрашивает, ну, там стреляли же сегодня утром, как бы ночью. Я говорю, ну, я даже об этом уже давно не говорю. Когда спрашивают, как дела, то, ну, это как бы само собой, к сожалению, разумеющееся, да, практически ежедневно. Поэтому это ужасно, когда ты это осознаешь. Вот мы живем вот здесь, да, практически в ежедневной ситуации обстрелов, взрывов, и как бы даже уже не особо это комментируешь. Потому что, наверное, потому что это перестало быть новостью. Вот, как бы это превратилось в наше обыденное житие-бытие. И это, конечно, это страшно, это правда. Все, ладно, друзья, что я там должен сказать? Какая программа обязательно? Надо подписаться, да, на канал Александра и сегодня точно поставить, значит, лайк. Вам все равно, мне приятно, YouTube полезно, да и не очень просто высказывать точку зрения, это я о себе говорю, которая зачастую отличается от точки зрения там, большинства или там, части аудитории. Поэтому с вас лайк. Можно не донатить, можно просто нажать кнопочку и поставить лайк. Спасибо заранее. Да, спасибо большое, друзья, за то, что присоединяетесь к трансляции. Это прямой эфир. Формат его традиционен. Мы беседуем с Дмитрием. Очень много сегодня геополитики и, скажем так, духа Анкориджа тоже будем обсуждать, потому что россияне вышли и говорят, ну давайте по-мужски, надо решать вопросы. Дональд, чего ты там? Конечно, Эпштейн ходит по планете, и что-то зашаталось в Британии, как это повлияет на Украину, будем обсуждать это. Очень интересные внутриполитические процессы, без них сегодня не обойдется. В очередной раз сломался автозак у Коломойского, ну и Следственная комиссия депутатская сегодня заседала. Ох, как там интересно! Вспомнили первого главу СБУ, ну, с начала широкомасштабной войны в Украине. Значит, обо всем по порядку, все как всегда. В финале вопросы для Дмитрия. Они прозвучат из закрытого клуба Шелеста, из сообщества YouTube абсолютно открыто. Ну, соскучились. Видно, что соскучились многие по Дмитрию, поэтому написали уйму вопросов. Обещаю, уделим время вашим вопросам в режиме Блиц 100%. И чат трансляции, конечно, присоединим 100%. Значит, но вопросы не пишите сейчас, пишите в конце эфира. Досмотрите, пожалуйста, трансляцию до конца. Опрос сегодняшнего эфира звучит так. Все больше голосов раздаются против ТЦК. К чему это? Варианты. Значит, повесят на ТЦК всех собак, ну а отлов ужесточат. Цифровая мобилизация, еще какая-то мобилизация. Ну, в общем, всех собак повесят, а их сделают виноватыми, и чтобы усилить, закрутить гайки. Второй вариант. Мир просто близится, и все отбеливаются. ТЦК и вот этот произвол, это, конечно, что-то с чем-то. В последнее время ужесточился, и нужно как-то высказаться, успеть, потому что мир скоро, да? Другой вариант, что это технология к выборам во время войны. То есть мобилизацию не остановят, войну не остановят, но будут продвигаться за счет этой темы на выборах в военное положение. И четвертый вариант, просто невозможно молчать и врать, люди негодуют, и должна быть какая-то реакция, и вот, собственно, эту реакцию сейчас обеспечивают. Лубенец вышел сегодня, заявил о многих фактах, ну и вообще вы видите, последнее время там, да, очень круто наезжают на ТЦК, хотя раньше это было ИПСО, и даже президент Зеленский говорит слово «бусификация». Как вы ответите на этот вопрос? К чему нас готовят эти голоса, которые критикуют насильственную мобилизацию? Я впервые не знаю, к какому пункту здесь присоединиться. Единственное, что я могу точно сказать, что отбелиться им не удастся. А это я вот обращаюсь ко многим, к тем, кто сейчас вот эти зверства все,
так далее. Более того, отбелиться не удастся и тем, на мой взгляд, и тем, кто вот сейчас по-свински, по-нечеловечески относится к людям, гражданам, человекам. И я надеюсь, что отбелиться не удастся тем, кто награбили миллионы долларов вот за это время в ТЦК. Вот это точно, отбелиться не удастся. Почему такая сейчас некая волна? Да ну, в тренде это. Ну, как бы народ негодует, а многие политики решили присоединиться к, так сказать, глазу народа, но не более, не менее. Если я правильно помню, Саш, что президент в первый день назначения Федорова министром обороны, ну вот, собственно, и развеял вот все то, что было раньше типа ИПСО. Оказывается, это не ИПСО, а гусификация есть. И оказывается, с ней нужно бороться. И как бы, если я правильно помню, Зеленский поручил Федорову, а тот сказал, да-да-да, мы сейчас. Ну вот я не помню, сколько там прошло. Ну, что-то уже прошло какое-то время, когда Федоров министр обороны. Я не знаю, что там он делает, но становится еще хуже. И противостояние людей в форме и гражданских граждан Украины становится все более острее. Начинает уже кровь проливаться. Это плохая штука, это плохие сигналы, это плохие маркеры. Когда единичные трагедии начинают перерастать в нечто большее. Поэтому я не знаю, что там говорит Лубенец. Ну, вышел, сказал. А дальше-то что? Дальше все в руках Минобороны. Все в руках Сырского, все в руках Минобороны. И если это не приостановить, то не одни здесь там выборы, не выборы, как ты говоришь. Ну, в общем, я так, то ли первый пункт, то ли второй пункт. Вот куда-то туда. Про выборы я не вижу здесь связь, там ТЦК, мобилизация, выборы, как-то не очень. Ну, посмотрим, интересно, как зрители вот в течение программы проголосуют и отреагируют. Да, друзья, голосуйте, мы в конце подведем итоги и, конечно, выскажемся по этому поводу, потому что тренд такой, он сейчас заметен. Но начнем с геополитики. Знаете, вроде бы как, да, дух Анкориджа стал таким именем нарицательным, но о нем сегодня опять вспоминают россияне. И, в общем, вызывают Трампа решить этот вопрос в этом же, скажем так, ключе, в котором договорились. Становится очевидно, что о чем-то таки договорились, и о чем-то таки предметном договорились в отношении решения вопроса войны в Украине. Но очень примечательно, что в свою очередь, да, Зеленский же сделал ряд заявлений недавно. Он, в принципе, разложил эту схему, опять-таки, указывая пальцем на американцев, что это вот они так предлагают. Они. Чтобы войска отвести с двух сторон, чтобы на месте демилитаризованной свободной экономической зоны там был какой-то контингент, и, мол, у американцев есть такой дедлайн до июня месяца все решить. Да, у них такой график переговоров. Сегодня Мэтью Уитакер, представитель США в Европе, опроверг эту информацию и говорит, не-не-не, ребята, нет, мы просто хотим, чтобы, прям завтра хотим, чтобы в самое ближайшее время. У нас нет никакого плана, никакого графика. Исходя из того, что мы видим сейчас на переговорном треке, насколько он по состоянию на сегодня сорван попыткой ликвидации генерала Алексеева, скажем, заявлениями Зеленского, да, которые идут, и вроде как фон хороший, все поговорили в Абу-Даби, все хорошо, обмен провели, ну а потом как бы все пошло снова по кочкам. Что вы думаете по поводу дедлайна и графика, к чему все идет? Кореш обязательно. За этот вопрос тебе огромное спасибо. Я с огромным сейчас удовольствием об этом расскажу. А пока отвечу коротко на твои два вопроса. По дедлайну. Ну, слушайте, внимательные зрители не дадут мне соврать. Я где-то с июня месяца прошлого года, говорю о том, что между апрелем и июнями обосновываю, почему я так считаю, это очень горит Трамп. Я не знаю, что у него получится. Я говорю о том, что какую задачу он ставит. Апрель, потому что он летит к Си Цзиньпину, ему нужны пару козырей. Один козырь он уже себе отвоевал, это венесуэльская нефть, большой козырь, серьезный. Оттуда выгнали и китайские компании, и российские компании. То есть его нефть, ему есть чем торговаться. Второй козырь – это Европа, Украина. И поэтому апрель. Почему июнь? Потому что 250-летие Соединенных Штатов и 80-летие самого Дональда Фредовича. И им, так сказать, никому не чужды символизм и так далее. Поэтому к лету хотят закончить. Более того, мои прогнозы вы знаете. Если без черных лебедей,
то на рубеже первого-второго квартала, ближе к лету, там где-то к маю, я говорил о том, что будут приняты определенные решения, даже если они не будут озвучены, но они будут приняты. И мы постепенно увидим, как бы так, ну, что некая горячая стадия войны, ну, вот как бы немножко сворачивается. Поэтому это по дедлайну. То, что выступил представитель Уитакер, американский представитель, ну, он прав, ну, как любой публичный политик. Говорит, нет, 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 никаких дедлайнов, мы всегда за то, чтобы закончилась война и так далее. Первое. Второе, ты меня спросил, повлияло ли покушение на российского генерала на срыв переговоров. Еще 2-3 дня нужно, чтобы ответить на этот вопрос, скажу почему. Значит, то, что нам скармливают в информационном пространстве информацию, это одно дело, а вот что там обнаружили спецслужбы, это другое дело. То есть, если это дело рук украинских спецслужб, ну, там СБУ, допустим, или там ГУРа, неважно, а если это спецоперация, проводимая, которую провели спецслужбы Украины, то русские могут взять некую паузу в переговорном процессе, и в эту паузу будут происходить несколько вещей. Первое, усилятся еще более, к сожалению, усилятся удары по энергетике, ну и, может быть, русские спецслужбы захотят какой-то зеркальный ответ. Здесь многое будет зависеть, как сработает военная контрразведка Украины. Ежели это покушение на генерала, это дело рук некой третьей стороны, а в мире есть только одна третья сторона, страна, кто это делать умеет и знает как, то спецслужбы, которые сейчас вместе работают, американские и российские, они вместе работают. Вообще, разведсообщество, что бы там политики друг другу не говорили, разведсообщество очень часто контактируют, коммуницируют и проводят определенную совместную работу. Если американцы и русские узнают и поймут, кто это, что это сделано вот некой третьей стороной, то наоборот, мне кажется, видоизменятся тренды, и это никак не повлияет на мирные переговоры. Теперь третье и самое главное. Спасибо тебе, что ты затронул эту тему. Я даже не думал, что ты с нее начнешь. Поэтому начну расстраивать во многом тебя, немножко и твою аудиторию в том числе. Итак, Лавров обиженно про духа Анкориджа, крик души впервые. Российское руководство поняло, что Трамп играет не в них, а Трамп их кидает и делает это профессионально, очень искусно. Они-то все про Анкоридж, а они там действительно договорились. Но раньше они как-то красиво так это вот, ну мы же договорились, и дух Анкориджа, и мы готовы, а сейчас они видят, что Трамп использовал их в этом Анкоридже, что-то там им понаобещал, а с августа по февраль забирает рынки у России, просто все, что может забрать, забирает. Сегодня арестовал очередное судно с нефтью. Полностью вытеснили российские компании с Венесуэлы. Полностью. Сегодня, ну, понятно, что из-за Трампа. Дальше там Трамп наложил пошлиные санкции на Лукойл, на Росатом. Лукойл вынужден был продать все свои международные активы американской компании, друзей Трампа. Дальше Индия. Сегодня все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии, чтобы, так сказать, не злить Дональда Трампа в преддверии подписания торгового соглашения, практически наполовину сократили импорт российской нефти. В Кремле поняли, что они пока про Анкоридж вспоминают в добрых снах, Трамп играет в свою игру, скоро у них ничего не останется. И сегодня вишня на торте. Почему? Вот вчера Лавров, а сегодня Песков. Почему они так, что, мол, мужской разговор надо выполнять и так далее. Они пытаются как бы надавить информационно на Трампа, потому что иначе надавить на него никак не могут. У России нет контраргументов в этой игре. Ну, что они могут сделать там американскому флоту, который там в Венесуэле отработал? Или что может Кремль, так сказать, как это правильно сказать, что может Кремль предпринять, чтобы американцы не арестовывали суда теневого флота? Но поэтому они вот взывают, мол, мы же договорились, ну как же так, а ты же нас вот кидаешь, мы скоро без рынков останемся. А сегодня вишня на торте. Сегодня второй человек в американском истеблишменте, Джей Ди Венс и Пашинян, да, в Армении подписали очень интересный договор о сотрудничестве Соединенных Штатов Америки и Армении в сфере не производства кукурузы, а в сфере мирной ядерной энергии. Перевожу на человеческий язык. Стратегически Америка заходит туда не только там, где Зангезурский коридор. Все, Америка, это, в смысле, Ереван, Баку, вот это вот вся Средняя Азия подходят к подбрюжью Южного Кавказа.
Ну, то есть это еще один геополитический удар по России. Пока они вспоминают про дух Анкориджа. Вот поэтому впервые с августа месяца, впервые официальное лицо, Лавров это официальное лицо, Песков так себе, а Лавров это вполне себе официальное лицо, которое высказывает вполне себе официальную позицию Путина, ну, как бы вот с горечью и с обидой, мол, говорит, мы что тут ждем, а вы ничего не делаете. А проблема еще одна в чем? Почему у них такой крик души? Значит, Трамп их как бы вот швыряет и как бы набирает активов и козырей, а они теряют активы и козырей. На фронте, на поле боя ничего не получается кардинально поменять. Ну, я говорю кардинально. Ну, вот существенно. А сдать назад они уже тоже не могут дать заднюю в Кремле. Потому что столько раз уже в мир они озвучили все свои там ультиматумы, как им теперь сдать назад. А самим военным способом решить не получается, а Трамп, даже если в Анкоридже им что-то и пообещал, ну как бы вот не может это решить или не хочет. Мы же не знаем внутреннюю подоплеку Дональда Трампа. Не получается у него уговорить Владимира Зеленского, не хочет он, или есть какие-то внешние факторы. Ну, короче, не выходит. И поэтому заканчиваю я ответ на твой вопрос про Абу-Даби. Действительно будет небольшая пауза где-то в недели полторы. Я думаю, что продолжатся какие-то переговоры, даже ради обмена пленных. Но вот эти два вопроса, даже так, ну, 2,5. Вот Донбасс, вот это американское предложение, там СЭС, ну, свободная экономическая зона. Вот для зрителей сейчас такой вопрос, головоломка. Вот вы все понимаете, а что это такое? Вот мы все говорим, а давайте сделаем там свободное экономию. Вот Трамп предложил. Вот я вам сейчас один вопрос зрителям задам, один, и вы поймете, насколько это сложная конфигурация. Вот давайте, вот эта территория, эти отошли, мы отошли, свободная экономическая зона. Скажите мне, чья милиция там? Ну, просто такой вопрос. Чьи дворники, ОСМД? Кто зарплату там платит? Я поставлю здесь знак вопроса, мы пойдем дальше. Я не буду эту тему развивать. Это я просто вам к тому, что словосочетание красиво звучащее «свободная экономическая зона» имеет колоссальное количество межгосударственных серьезных вопросов. Это чья зона свободной? Налоги куда будут платить? Чьи там райсоветы, горсоветы и так далее. То есть Донбасс, никуда этот вопрос не сдвинулся. Позиция Украины стоит, ультиматум России тоже стоит, и что-то вот они взывают к Трампу. Мол, Трамп, помоги. Взять Донбасс не можем, ты же нас обещал, и как бы ты нас кинул. Дальше АЭС, Запорожская. Я думаю, что там, если и есть подвижки, то минимальные. Потому что я не представляю себе окончание войны, при котором Украина вообще не контролирует эту зону нахождения в ней атомной электростанции. Вот не представляю себе подобные сценарии окончания. Ну, так быть не может, Нет, потому смотрите, что не может быть. Постойте, так быть не может, потому что это очень близко, это фактически там из рогатки можно дострелить, вот только поэтому, понимаете? То есть, по сути, я об этом говорю, что... по сути, Украина же не контролирует с 22 года этот объект, имеется в виду, физически там не находится. Это я понимаю. Мы же говорим, что эта война закончится компромиссами. Ну, мы же так говорим, да, здесь нет триумфаторов и нет капитулянтов. Ну, вот Запорожская АЭС – это атомная станция, которая находится, во-первых, в непосредственной близости, во-вторых, играет ключевую роль во всей атомной энергетике, в-третьих, ну, это серьезная история с безопасностью государства. Ну и третий вопрос – это пресловутые там гарантии безопасности, думаю, решат. Вот 2,5 вот камня преткновения. Это Донбасс, АЭС, ну и вот половиночка. Это с некими там гарантиями безопасности, с некими контингентами там европейскими, неевропейскими. Но это такое, это можно решить. Вот я вижу это так. Пока в Абу-Даби никаких прорывов не происходит. Тут очень интересно выглядит история с Белоруссией. Зеленский ее качает. Ну, это прям видно, это прям персональная история. Он встречается с Тихановской, он встречается, делает заявления. Даже в своих выступлениях, высказываниях, комментариях уже после Абу-Даби он говорит, что вот там оттуда, если полетит орешник, все это страна будет в войне. Что за карта Беларуси, у кого она сейчас? Ну, вот тут вот это замечательный вопрос. Вот это как раз ты так это сформулировал в десяточку.
А что за карта и у кого она сейчас? Посмотри, какую игру играет не пацан зеленый Лукашенко, ты посмотри. Ну, казалось бы, да, вся Европа там обложила его санкциями. Никто ему там руку не жмет. Казалось бы, он тотально на 100% зависит от Путина. Ну, то есть, казалось бы, все. Ну, то есть, вот куда Путин, туда и Лукашенко. А тут раз и 3 делегации подряд Соединенных Штатов Америки. А тут раз и Дональд Трамп называет Лукашенко приличным, уважаемым человеком. Вся Европа заткнулась. А еще раз продемонстрировав, насколько они трусливые. Ну, выскажите Дональду Трампу, обращаюсь я к Европе. Вот Зеленский высказывает, вот наша позиция по отношению к Лукашенко не поменялась. Даже после того, как Трамп назвал его приличным парнем. Позиция украинского государства не поменялась. А что же Европа замолчала и засунула свои языки там, где начинается этот, как он, радикулит? То есть я не знаю, для чего Беларусь нужна Дональду Трампу, но она ему для чего-то нужна. Ну, там обменялись они, там, Лукашенко там выпустил пару пленных, арестованных, извини. Но дело же не в этом. Ну, Трамп бы не занимался этой маленькой Белоруссией как бы из-за нескольких человек. Значит, ему нужен вот этот контакт, и здесь пытается Лукашенко сыграть. Ну и не забывайте, ребята, Лукашенко был у Си Цзиньпин. У Си Цзиньпина и удостоился целого рукопожатия. А теперь внимание. Так чья это карта? Значит, Лукашенко имеет определенную коммуникацию с лидером Китая. Лукашенко. Дональд Трамп отправляет 3 раза свои делегации, они там обнимаются, ручкаются и так далее, и так далее. И Трамп называет его приличным парнем. И этот же Лукашенко, ну, в самых близких, тесных и тотально зависимых отношениях с Путиным. Ну, вот такая паутина. Попробуй теперь сказать, чья это карта. Помните, как в фильме «Чьих будете?» Ну, вот так он строит эту политику. Что касается то, что Зеленский встречается с Тихановской, я не очень это понимаю, вот кто она такая и зачем нам есть с ней встречаться. А мы уже сделали один раз ошибку с грузинскими властями. Мы же не признали президента, ну, выборы мы не признавали, там, президента нового не признали, а сейчас вынуждены туда направлять посла своего. То есть этим шагом, это тонкий, хороший такой шаг, мне нравится. На дипломатическом языке это переводится так, что мы где-то признали свою ошибку. И это нормально. И человек, и государство должны уметь признавать свои ошибки. То есть то, что Украина официально послала в Грузию своего представителя в качестве посла, этому новому президенту, ну, говорит о том, что, ну да, наверное, мы там где-то погорячились, поторопились и так далее. Нормальный шаг, надо уметь. Вот зачем мы ведем опять эту историю с Тихановской, которая вот зачем, она кто сейчас? Я не очень понимаю. А вот то, что Владимир Зеленский подчеркивает и как бы играет на опережение, что, мол, если с территории там Беларусь, там Орешник или что, чтобы вы, мол, знали там, да, что это будет означать, что Беларусь вступила в войну. Это хороший шаг. Ну, не шаг, это хороший месседж в Что информационном хорошего, пространстве. Дмитрий, подождите. Я тоже так сделал. А в боксе, я скажу тебе, в боксе есть такое понятие идти не от удара, а идти на удар. Если у нашей разведки есть хоть 1% информации, что с территории Беларуси в нашу сторону кто-то, может быть, готовится, даже теоретически, даже на потом, даже на не сейчас, даже с небольшой долей вероятности. Но если такая доля вероятности есть, эти карты нужно вскрыть, их нужно озвучить и сыграть на опережение. Для чего? Чтобы, может быть, сорвать эти планы. Ну, так обычно поступают, и это нормальная история. То есть я знаю о том, что ты хочешь сделать, я тебе вслух на весь мир об этом говорю, но, может быть, ты задумаешься, стоит тебе это делать или нет. Я это расцениваю так. Ну, вообще, конечно, это очень трагическая будет история, если Беларусь втянется в войну. Это плюс 1000 километров к фронту, это уже все, там уже логистики не будет, ну, откровенно говоря. Потому что, как бы там ни выступал поляк, да, или там балтийские тигры как бы ни были горячи из-за нас, да, но давайте все-таки понимать, что они вряд ли полезут в эту войну. Это все как бы еще, да, на наши головы украинские, имеется в виду, это все на эти земли многострадальные, это все еще сюда как бы присовокупится. Я выскажу свое мнение, просто исходя из вот набора факторов. Я думаю, что Лукашенко категорически будет делать все,
от него зависящее, чтобы никак вот сейчас не быть причастным к войне и дистанцироваться, и уж тем более напрямую в нее не вступить. Вот как никогда. Для него есть урок 22 года, а сейчас он видит, что никакого триумфа у России в Украине нет, и ему это зачем, когда он сегодня рукопожатый, уважаемый парень, с ним ручкаются люди Трампа, ну и ему зачем это? Да, Путин может давить, но мне кажется, что сегодня у Лукашенко есть куда уже опереться, поэтому да и Трамп не даст ему войти в войну. Это моя точка зрения. Я не знаю досконально, может быть, между Лукашенко и Путиным вообще есть какие-то бумаги, документы там. Может, они там что-то друг другу подписали. Мы этого не знаем. Глубину их личных, так сказать, не контактов, а глубину их личных договоренностей. Но мне кажется, что Лукашенко будет упираться двумя руками, двумя ногами. Ему это не Ну, нужно. тут Здесь как раз к нашему счастью, вот, что ему это не нужно. Тут Я это так главное, вижу. чтобы не пошли под чужим флагом всякие полки, всяких Калиновских и, собственно, Согласен. в этом духе. Потому Согласен. что есть такие обстоятельства, когда ты уже не можешь не воевать. И, собственно, давайте будем тоже откровенны. Беларусь готовится к этому. Беларусь орешник имеет, ядерное оружие имеет. И там как бы шутки плохи в этом отношении будут, если еще вот они туда присоединятся. Поэтому эта игра и вызывает много вопросов. Зачем это Зеленскому? Будет лихо, пока оно тихо. Нет, я сказал свое мнение. Я здесь поддерживаю этот месседж Зеленского. Это это возможная игра на возможное опережение, чтобы дать потенциальному противнику понять, что, во-первых, если у тебя есть такие планы, то они не тайные. Во-вторых, мы обращаемся к миру о том, что у тебя есть такие планы. И в-третьих, ну подумай, а надо ли тебе реализовывать эти планы, если мы о них уже сказали. Поэтому то, что сказал Зеленский вот в таком русле и в таком плане в отношении планов Лукашенко, я бы поступил точно так же, поэтому я всецело это поддерживаю. Тут очень важный момент. Давайте немного геополитики, потому что война с Ираном не началась. Пошумели, переговоры попереносили. Да, все бряцают оружием, бряцают. Да, есть там супермощная армада американская, которая там в Индийском океане, которая там возле залива, в непосредственной близости к Ирану, и все, собственно, как бы ждут вот-вот-вот-вот, потом эта волна отступает, потом наступает. В Венесуэле тоже долго топтались, но там немножко другая ситуация. Иран показывает, что он будет защищаться. И многие как-то не связывают то, что война с Ираном американская не началась, с визитами президента, там, глава их совбеза, прям вот друг за дружкой, с необъявленным, объявленным визитом побывали в Москве. Все четко видят, что по графику, по календарю, да, делают хорошую мину американцы и Трамп, но все как бы вот идет туда, к апрелю, к встрече с Си Цзиньпином. И насколько видится, то эта война не началась в том числе и поэтому. Потому что сильные державы, да, Китай, то есть Россия вместе с Ираном, как бы сделали так, что это не так очевидно будет. Или все-таки у Трампа 7 пятниц на неделю, что-то будет взбалмошное, и он пойдет на Иран. Если да, то зачем? Во-первых, Трамп принимает часто эмоциональные решения, тут я соглашусь, но дальше я раскладку сделаю такую, на мой взгляд. Первое. Чем отличается иранская ситуация для Трампа от венесуэльской ситуации? Отвечаю всем. Первое. Географически. Да, Венесуэла рядом, Венесуэла под боком. Венесуэла – это Америка большая для Трампа, да, доктрина Монро Дональда Трампа 2.0. Он никогда этого не скрывал, поэтому это рядышком, это левое полушарие, и здесь никто сюда не дотянется. Это первое. Значит, все силы, в том числе военные, здесь несопоставимы. Это первое, географически. Второе, с точки зрения возможности сопротивления. Иран – это точно не Венесуэла. В Иране огромная армия, в Иране огромные ресурсы вести войну. Там есть баллистические ракеты, межконтинентальные ракеты, там заводы шахедов. Там есть чем обороняться. И там власть
забетонировано, если можно так сказать, на идеологии, на исламизме, на таких, знаете, антиамериканских внутренних серьезных глубоких настроениях, участия общества. И это то, чего нет в Венесуэле. То есть иранских лидеров не купишь так легко, как это можно было сделать с окружением Мадуро, вывести его там и так далее. Здесь посложнее. Ну и третье, военный аспект Соединенных Штатов Америки. Ну, Дональд Ж. Трамп не может не понимать, что начинать сухопутную операцию там, хрен знает где от Америки, это очень крайне рискованно. Там нет сегодня такого контингента военного, чтобы можно было вести сухопутную войну, проще говоря, на территории Ирана. Просто налететь, отбомбить, постараться ликвидировать верхушку КСИРа или постараться... Это они могут сделать, они продемонстрировали это. Да, американская, значит, авиация, плюс спутники, пусть разведка, плюс наведение, они это умеют делать. Но здесь подключился еще и геополитический аспект. Не забывайте, ты сказал про Китай, а я скажу еще и добавлю, что Саудовская Аравия и Израиль, как это ни странно, вместе, ну, просили Дональда Трампа, ну, как бы так, давайте все-таки постараемся дипломатией. Но есть четвертый аспект. Это огромное количество баз, американских баз в том регионе. А Иран уже сказал, до вас не дотянемся, но по вашим базам будем бить. А Ирану есть чем бить, в отличие от Венесуэлы. В совокупности все эти факторы, ну, пока тормозят вот это эмоциональное решение Трампа, и он пытается передавить ситуацию дипломатическо-экономическим путем, там санкции и так далее. Первая встреча в Омане ни о чем, потому что Трамп требует от них свернуть ядерную программу, и Трамп требует от них не просто ядерную программу свернуть, а практически ликвидировать или там, значит, ну, что с этими ракетами сделать, не знаю, что с ними сделать, межконтинентальными ракетами. Куда-то их там складировать, спрятать и забальзамировать. И Иран не соглашается. А визит иранского руководства в Москву я связываю только с одним аспектом, потому что Москва не может помочь Ирану сегодня ни политически, ни военным способом. Ну, не с точки зрения вооружения. У Москвы нет лишних самолетов, лишних ракет. Наоборот, Москва у Ирана покупала ракеты и так далее. Я думаю, что они летали туда с одним вопросом. Это что если встанет некий компромиссный пункт, и Иран готов на это пойти, чтобы сдать чуть ли не на хранение куда-то там, да, в диапозитарий ядерный, сдать уже обогащенный на сегодняшний день уран, так вот этим, значит, диапозитарием, ну, может быть, Россия как союзник. Иран готова будет дать, а Россия готова это принять. Если бы это произошло, то Россия станет в этом треугольнике игроком. Вот США, Иран и Россия, если у тебя на территории хранится уран, ну, это некая такая история. Это единственное. А вот Китай, да. Поэтому тут я с тобой соглашусь, что перед поездкой перед поездкой Трампа к Си Цзиньпину в апреле, 2-3 месяца осталось. Ну, в общем, не этот фактор единый, а совокупность всего того, что я сейчас рассказал. Ну, конечно, не дает Трампу возможность вот прям все дать команду и понеслась. Так как в Венесуэле не получится, а иначе у Америки есть уже очень печальный опыт ведения войн на Ближнем Востоке. Печальный у них опыт, они там проигрывали войны, и Трампу это точно не нужно накануне там 250-летия Америки, накануне собственного 80-летнего юбилея, поэтому, да, качается все это. Эпштейн сильно качнул. Вот казалось бы, да, это же яма против Трампа. Они обещали публиковать на предвыборке, потом Надя говорит, да нет, не будем публиковать, да ничего там нет, да ну бросьте, да ну оставьте, это все там выдумки и сказки. А потом все-таки взяли и опубликовали миллионы файлов, куча информации, каждый день дочитываются до чего-то нового, то кислоту серную на остров отправлял. Сегодня вычитали, сообщили там в каких-то больших количествах. Сразу понятно, чтобы растворять тела жертв, ну вот, да, как жертвоприношение и все дела. Но кажется, что это то, что должно было ударить по Трампу, ударило как раз-таки в обратную сторону. По демократам, по глобалистам. Британию зашатало, да как?
50/50, говорят британские политики, вероятность того, уйдет или останется Стармер на своем посту до конца недели. То есть это не вообще, а до конца недели. Ну, Стармер уже заявил, что нет, я никуда не уйду, я буду там сосредотачиваться на политике, мол, ничего страшного с этими послами. В общем, как бы проехали дальше, перемелется мука будет. Но, видимо, как бы такая активная, скажем так, раскачка британского правительства, это тоже ведь последствия удара по глобалистам. Из чего мы делаем вывод, что рыли яму другому, а сами в нее угодили. Как это повлияет на коалицию желающих? Как это повлияет на договоренности столетние? Как это вообще повлияет на Украину? Да, потому что мы опираемся конкретно на бритов. Первое. Как это повлияет на коалицию желающих? Думаю, никак. Эммануэль Макрон приличный семьянин, насколько мы все знаем, поэтому никаким файлом он отношения не имеет. Это первое. Второе. Стармер. Это не есть фундамент Виндзоров, и это не есть фундамент правящего класса Британии. Это всего лишь премьер-министр, и в Британии действительно это так. Это всего лишь премьер-министр. Будь то Стармер, Лиз Трасс, кто там, Риши Сунак и даже этот Борис, вспомнил бы я о нем, да, но будет еще время. То есть Стармер уйдет. В Британии колоссальные экономические проблемы, колоссальные внутренние проблемы, которые не дают возможность развивать военно-промышленному комплексу, и Британия постепенно выходит на обочину вообще европейской экономической политики. Поэтому я с осени 2025 года прогнозировал, что до весны 26-го Стармер уйдет в отставку. Тогда еще не было никаких файлов Эпштейна. Поэтому я и сейчас уверен, что Стармер и Мерц, в свою очередь, немецкий канцлер, у которого рейтинг доверия немцам там ниже плинтуса, он тоже уйдет в отставку. То есть левые не справляются в Европе, и они будут заменены на правых консерваторов, националистов и так далее. Это необратимый процесс. Ультраглобалисты европейские потеряют на время власть, если демократы американские не возьмут сокрушительный реванш. Сейчас в Америке где-то с марта начинаются судьбоносные выборы. Просто судьбоносные. Ну, для Трампа они просто судьбоносные. Потому что если демократы заберут большинство, даже минимальное, в Палате представителей, Трампу грозит импичмент. И я не уверен, что он сможет его избежать. И Трамп это прекрасно понимает. А тенденции не очень хорошие. Один за одним он проигрывает выборы. Ну, не он, а его кандидаты трамповские проигрывают выборы. Тенденция не очень хорошая, что несмотря на пошлинные санкции, несмотря на как бы такие теоретические триллионы, экономическая ситуация в Америке нарастает, кризис нарастает, долг нарастает, 35 триллионов долг. Понятно, что у них станок печатный, но дело не в этом, там проблемы. И понятно, что демократы сейчас начинают играть уже очень жестко против Трампа. Что касается пленок Эпштейна, Саш, мы не знаем, мы никто с вами не знаем ответ на главный вопрос. Вот я его не знаю, а это очень важно. Кто последний дал отмашку запускать вот эту всю историю с Эпштейном? Вот есть же кто-то кто. Вот у него же есть фамилия и должность. То вот это все держал. Это как наша НАБУ. А давай сегодня, вот мы там 3 года кого-то писали, но не предотвращали коррупцию, хай лежит. А потом наступил момент, давай, у нас есть задача снять его с должности. Это же не борьба с коррупцией, да, это политические... Так и с Эпштейном. Кто дал команду именно сейчас и для чего? Ты, вот в своем вопросе, ты сформулировал это так, что хотели ударить по Трампу, а бьют по глобалистам. Да там бьют по всей элите мировой. Будь то глобалисты, будь то не глобалисты, там по всем идет удар. Но если все остальные, ну или так, большинство, это все-таки то Трамп сегодняшний. И пленками Эпштейна можно сбить. Не так. Пленками Эпштейна не сбить Трампа можно, а можно сформировать внутри Америки антитрамповские общественные настроения, чтобы не дать республиканцам удержать свое большинство. Раз. Можно вбить клин
внутрь республиканской партии, где есть очень консервативное крыло, там стоят такие, знаешь, старики там такие, там по 50 лет в партии, авторитетные люди, которые и так Трампа недолюбливают, а тут еще такой разврат, да? А там старички, вот это все по воскресеньям, церковь, супруга, семья и так далее. Это же республиканская партия, это же консерваторы, это же, да? То есть я не знаю, какова игра и кем затеяна, но она может, знаешь, как лес рубят, могут такие щепки полететь, что мама не горюй. Единственное, что я могу точно сказать, что пленки Эпштейна должны развеять всякий миф о том, что на Западе, куда мы так стремимся, есть ценности, принципы, мораль, что они вообще имеют право кому-то говорить об этом морали. Да нет. Абсолютно все погрязло в коррупции, в разврате, да во всех грехах человеческих. У меня есть один товарищ, там, приятель старшего возраста, занимает большое положение в таком социальном мире Украины. Он когда-то замечательную фразу сказал: «Богатый мужчина старым не бывает». Ну вот сказал и сказал. И, ну вот и сказал. Поэтому, да, ничего человеческого. Вот этим ребятам, которые выходят на трибуны и учат нас житию-бытию, а мы ж туда вот это, наш путь европейский. Ничего человеческого им не чуждо. Погрязли они там все вот в этом всем. Проблема в том, что других нет, понимаете? Проблема в этом. Ну, вот только они, там все замазаны, и как бы так смотришь и думаешь, ну, так а мы что? У нас тоже такое ощущение, что где-то в Украине тоже Эпштейн, ну, только со своим душком, да, не сколько вот этого... Слушайте, что вы морализаторством занимаетесь и делаете вид, что мы ничего не понимаем? Что в Украине нет эскорт-агентств, в Украине нет вот этого всего, в Украине нет заказа. Слушайте, в Давосе, как говорят злые языки, кто там присутствовал, на экономическом форуме там забиты отели, очень красивыми девушками со всей Европы, включая там и Украину в том числе. Ребята, это было, есть и будет. С Древнего Рима. Политики, власть, возможности, деньги и красивые девушки. Мягко говоря, не очень правильного, так сказать, как это, с низкой социальной ответственностью. Вот. Угу. Так было, есть и... Я к чему это? Я про прогнивший Запад. И мы так иногда отвергаем вот Восток, вообще отвергаем все это, не нам вот наш путь. Вот. А я бы туда бы присмотрелся бы. Там тоже на Востоке есть какие-то очень правильные вещи, ценностные вещи, религиозные вещи, и нравственные какие-то вещи. То, что вообще размыто на Западе. Давайте Поэтому, посмотрим слушайте, внутрь себя. Значит, сегодня в очередной раз, ну, скажем, песочили прошлое, ворошили, так сказать. Причем под знаком как-то ворошить прошлое уже сейчас оказывается, например, Ермак с подпольной баней и спортзалом. «Украинская правда» к нему туда наведалась. В общем-то, ну, ничего не взяла, никакие комментарии, просто показали. И дальше, как бы, понятно, это плод для того, чтобы обсуждать. И вот это, собственно, и обсуждают. С кем встречался, рулит ли тайно офисом Зеленского, бэк-офисом Зеленского и прочее. Но интересно, что пошли дальше. И сегодня в парламент собирают следственную комиссию парламентскую и заслушивает бизнесмена, который утверждает, что лично давал деньги Баканову, прошлому, уже позапрошлому, да, главе СБУ. Тот эти деньги, как он уверен, отдает конкретно Зеленскому. У него, говорит, есть фотографии, как именно деньги попадают к Баканову. Зеленским это его предположение, его уверенность личная. А вот по поводу Баканова, пожалуйста. На это ТСК, на эту следственную комиссию, кроме этого бизнесмена, как-то, я его называю Ванганян, ну, типа, вангует. Ну, армянская фамилия, да, я тоже точно не помню, честно. Значит, он, кроме него, там должен был быть еще и Коломойский. Пришли адвокаты, сказали, сегодня суд должен был быть. Опять автозак сломался.
А какие-то вопросы, ну, он говорит, он хочет сам что-то такое сказать, не через адвокатов, в том числе на ТСК, они там начинают, а можно из камеры СИЗО включиться скайпом, а можно там еще каким-то образом по видеосвязи. В общем, начинается определенный вот такой замес. Кто кому давал, кто куда делся, кто чего брал, и становится очень интересно, потому что опять вплотную подбираются к светлому имени Зеленского. Даже говорят, что есть там кварталовец, он иногда выходил на сцену, там через одного, через двух людей, я даже там как бы знаком, да, ну через человека, потому что он там с Луганска, тоже есть такой Мика Филатов, да, он актер был, ну, потом реже стал появляться, в основном занимался делами. Так вот, этот бизнесмен утверждает, что до 22 года этот Мика был на всех встречах и отвечал за как бы связи с бизнесом. В общем, интересная сегодня получилась комиссия. Что вы думаете, насколько далеко идущие последствия от того, что мы узнали, ну, то, что было там озвучено сегодня? Все ТЦК, создаваемые когда-либо в Украине, имели под собой политические цели, а антикоррупция являлась инструментом. Если бы Украина хотела бороться с коррупцией, мы бы ее давно уже побороли. Ваш покорный слуга 5 лет назад, вот такие вот папки документов, по моим документам, была создана ТСК, не ТЦК, ТСК, извините. ТЦК у всех в голове. Была создана ТСК, тимчасова слідча комиссия по делам в Укрзалізниці. А я знаю, как это все происходило. Поэтому, Саш, вот ты спрашиваешь, что из этого может быть? А это в зависимости от того, к чему хотят привести результат ТСК. Надавить, не надавить, порешать, договориться, надавить и отойти. Мы же этого не знаем. И это очень важно. Ну, то есть, какова цель ТСК, конечная? Мы этого тоже не знаем. Теперь по сути. Ну да, откровение этого бизнесмена, ну вот с армянской фамилией, я попрошу прощения перед зрителями, я почему так говорю, но я не помню правильно, не хочу коверкать. Значит, его откровение, которое он раздает интервью направо и налево, где прям, в общем, сам себя макает в эту историю, что он давал миллионные взятки Баканову, тогдашнему руководителю СБУ. Ну, слушайте, это серьезная история, серьезное заявление. Это посерьезнее там пленок каких-то, прослушиваний и так далее. Выходит человек, который говорит, что он это давал и он это делал. И говорит о системности всего этого. Ну, я не знаю. А сейчас должны, наверное, вызывать Баканова. Ну, наверное, должны правоохранить. Ну, я не знаю, как должно дальше развиваться вся эта история, но это серьезно. Это первое. Второе, Игорь Валерьевич Коломойский. Ему всегда есть что сказать, и он хочет вступить в эту игру. Давайте про Коломойского сейчас вы скажете. Значит, тут же очень важно, чтобы максимально полно осветить это событие. Значит, это предприниматель Ваганян. Он до этого давал интервью «Березе». Это все как бы умаслили, что это порошенковский пул, вот это вот порошенковцы атакуют. В принципе, Баканов потом после этого интервью отрицал эти обвинения и сказал, что это давление на Зеленского с целью заставить пойти его на уступки в переговорах с Россией. Представляете? Ну, здесь есть связь. Ваганян дает интервью Березе, а Береза это, ну, как бы входит, ну, действительно, он где-то вот рядом с политической, так сказать, силой Петра Порошенко. Возглавляет ТСК человек Петра Порошенко. Значит, кто такой Ваганян, ну, трудно сказать. То есть есть определенная история, что глобалисты в Украине – это Порошенко, там, Украинская правда, Фиала, Сорос, партия «Голос», ну и так далее, да, сегодня бьет по окружению Зеленского. Цель и задача не борьба с коррупцией, я вас прошу. Где Порошенко, где борьба с коррупцией, да. А задача отхватить кусок власти, переформатировать парламент и создать свое правительство. И грантовские структуры Соросята справляются с этой задачей. Они уже перехватили во многих аспектах инициативу. Там, Федоров, Флэш, Стерненко,
да, советник министра обороны. Ну, это ж показушная такая история. То есть, нате вам, граждане Украины, а теперь Стерненко, значит, советник министра обороны. Ну, имея НАБУ, как такое боевое крыло, соросята могут решать этот вопрос. Поэтому это одна история. То, что говорит там Баканов и пытается это перевести в политическую, ну, тоже понятно. Я же не об этом. Я говорю о том, что такое признание крупного бизнесмена, ну, это серьезно. Из этого может произойти серьезные разборки. Кто здесь хочет включиться Коломойский, мне сказать сложно. Мгм. Вот в этот ли кейс он хочет включиться, или что-то у него есть параллельно с этим, сказать сложно. Но, зная Игоря Валерьевича, он шахматист, он умеет играть тонко и умеет нанести удар информационный вовремя. Что-то он хочет здесь сделать, и поэтому как бы его пытаются здесь не допустить. Как эта история, там автозаки у него ломаются и так далее. Или есть другой вариант, опять же, зная Игоря Валерьевича, это может быть и блеф, и ничего особенного у него нет, но просто решил заявить о себе, потому что о нем начинают подзабывать. А есть еще третий вариант. Игорь Валерьевич Коломойский, может быть, уловил сейчас момент, когда при помощи определенных договоренностей, в том числе там Порошенко, Голос, НАБУ, он может выйти на свободу. Может быть и так. Мы не знаем всей подноготной. Поэтому я не люблю, когда выходят эксперты на экран и начинают умничать, ничего не зная. Ну вот они там типа... То есть игра Коломойского, она имеет или, несколько вариантов развития. В какую игру конкретно он хочет сыграть, мы этого не знаем. Надо хоть раз послушать. Я думаю, что ТСК этого добьется. То есть не мытьем, так катанием, то ли автозак отремонтируют, то ли ТСК придет, то ли Магомед горе, то ли гора к Магомеду. Вот как только мы услышим первые 2-3 предложения Коломойского, можно будет говорить, это серьезно или это такая поверхностная игра и создание шумихи. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги. Очень много вопросов непосредственно у вас. Значит, давайте вот такой результат обсудим. Все больше голосов раздаются против ТЦК. К чему это? 10%. Мир близится. Пытаются отбеливаться. Ну, как бы говорить, что мы ни при чем. А видите, мы говорили тогда, да? Помните? А все таки, ну да, говорили, правильно. 20%. Технология к выборам во время войны. Ну, а правда, так же мало осталось у нас разного... ну, политически, да, дискуссионного какого-то острого вопроса. На тему войны и мира говорить нельзя, потому что как это? Ты за то, чтобы отдать территории, или там, например, да, или ты там за это все статья при желании. То есть, а вот по ТЦК это хороший повод людей как бы, да, вот развлечь, пошуметь для того, чтобы набить себе политические баллы перед выбором. 33% повесят всех собак на ТЦК, но отлов ужесточат. Переформатируют, перекрасят, ну, в общем, они будут виноваты, но все как бы будет дальше сжиматься и гайки закручиваться. И 37% просто невозможно молчать и врать, и надо хоть что-то сказать, потому что они, правда, берега попутали уже, вышли за все рамки приличия, там, по подъездам, газам, бьют, издеваются, в общем. Кто-то должен что-то подобное было сказать, поэтому эта дискуссия родилась неизбежно. Я бы свой голос вот тоже, знаешь, так вот сейчас поразмышлял, я бы свой голос вот отдал 4-му пункту, вот, что просто есть вещи, которые уже невозможно не говорить. Ну, то есть сейчас произнести, что это ИПСО, и что этого нет, как раньше это говорит. Знаешь, что самое отвратительное, ребят? Самое отвратительное, что когда мы об этом говорили, нас обвиняли, что это ИПСО. Сейчас, когда все это признали, перед нами никто не хочет извиниться. И так не только с ТЦК. У нас же и коррупция была ИПСО. У нас же и многие вещи ИПСО. А потом это становится явью. Но когда ты об этом говорил, в тебя летят тапки, а потом никто не хочет сказать, слушай, ты был прав, извини, дружище. Вот в этом трагедия. Поэтому у тебя сегодня такой, на мой взгляд, Саш, ты такой немножко сложноватый вот опрос со сложноватыми такими пунктами. Хочется и второе, и третье, и четвертое. Но если можно выбрать только один, то окей, четвертое, пусть будет так, 4-й пункт. Так, друзья, давайте к вашим вопросам. Вопросов достаточно много, поэтому режим Блиц, коротко, хотя не обязательно, но желательно, чтобы больше количество
пройти, да, успеть и ответить, Я постараюсь. удовлетворить любопытство большего числа зрителей. Поехали. Сообщество YouTube. Здравствуйте, Александр Дмитрий. Вопрос к гостю. Нам с 2014 года украинцы говорили, что они свободны и сами решают свою судьбу страны, приведя в пример Майдан. Говорили, мы можем, а вы, рабы путинские, не можете встать с колен. Но сейчас украинцы не особо решают судьбу страны, видимо, все устраивает. Отсюда вопрос. Неужели до 2014 года было хуже жить украинцу, чем сейчас? Это вопрос общий, такой, немножко на лозунги, на клише попахивает. Что украинцы должны сейчас решить? Закончить войну украинцы не могут, а войну никогда не заканчивает народ. Войны начинают и заканчивают политики. Так было, есть и будет. Страдает народ, а начинают войны политики. И потом они заканчивают войны. Поэтому тут такое немножко, да, вот. А что касается там до 2014 года, то это действительно ж правда. Ну, если возьмем 3 соседей, там, да, Беларусь, Россия, Украина, то там по 25 лет правят один и тот же человек, здесь сменяемость власти там и так далее. Хотя не без вопросов, да, как это все было, там, Майдан и так далее, технологии, кто там, отдельная история. Но то, что в принципе внутренне, ментально граждане Украины как-то свободе стремятся и хотят, это правда. То, что сейчас нами манипулируют, это тоже правда. Вот это вот. Если ты нет, то ты вот это. Вот как только вы слышите, если так, кто не скачет, той. Все, это один из принципов манипуляции. Это тоже есть правда. А что на самом деле хотят украинцы, мы узнаем, как только закончится война, и наша страна войдет в политический цикл, ну, когда, да, начнется какая-то политическая борьба, конкуренция, выборы и так далее. Вот тогда и можно будет ответить на этот вопрос, на мой взгляд. Угу. Да, ну тут приходят новости о том, что взрывы в Запорожье были во время эфира нашего, сейчас взрывы в Харькове. Трамп публикует снимок, где сгенерировано, и он типа всем западным лидерам показывает Канаду, Гренландию, Венесуэлу, обозначенные в цвета флага. Представляете, как хорохорится. Ну, как бы куражится Дональд Федорович. Куражится, хорошее слово. Он куражится, он по жизни куражится, он много лет уже куражится. Есть у него одна особенность у Дональда Трампа, что отмечают все его биографы, ну, те, кто вот, да, пишут книги о нем и так далее. Он всегда говорит, что он победил. Он никогда не говорит, что плохо, что неудача. Ну вот есть у него такая манера. Даже когда хреново полностью, он никогда этого не признает. Он всегда говорит, все супер, я победил, все правильно, мы добились, я сделал, хотя на самом деле не так. Ну вот такая у него психологическая вот есть особенность. И его этому научил один человек 55 лет тому назад, который стоял рядом с ним, тогда еще молодым предпринимателем, и вот внушил ему, что вот так это правильный психологический аспект, никогда не признавать свою неправоту. Ну, вот так и идет Дональд Трамп. Ну, то, что он куражится, это хорошее слово, да, куражится. Да, Так, называет центр имени Кеннеди Трампом, хочет назвать своим именем какой-то аэропорт. К 80-летию себя любимого там чуть ли не конкурсы устраивает, там за миллион продает право поужинать с ним, там гала-ужин, $1 миллион, а если 22,5 миллиона, то вообще там можно куражиться, строит бальные там залы в Белом доме, еще чего-то. Ну, он такой. Мы же его не изменим, человеку 80 лет. Так, дальше, поэтому весь значит, мир пытается привыкнуть. вопрос. В Украине весной хотят запускать американский телеканал Newsmax, который принадлежит другу Трампа. По данным СМИ, журналист Людмила Немыря возглавит этот телеканал, которая ведет свой YouTube-канал. Ее супруг Георгий Немыря из «Батьківщини» считается и самым любимым телеканалом Трампа. Ориентируется на республиканскую партию. Признак ли это выборов, на ваш взгляд? Ну, выборы – это один из признаков. Да нет, это просто, это, я думаю, такое политико-бизнесовое решение. То есть семья Немыры, депутат от «Батьківщины», Людмила, журналист, вышли как-то там, да, на руководство этого канала. Идея интересная, подумало руководство канала, а почему бы в Украине не создать свой филиал и так далее.
То есть тут и коммерция, и политика, и влияние, и так далее. А то, что выборы, запах уже, так сказать, пронюхивается, ну это ж действительно так. Ну еще немножко, еще немножко, еще немножко. К выборам начинают готовиться все. Что из этого получится насчет канала, не знаю. Не знаю, на каком языке, как, что это будет, Ну, какое украинская вещание, версия. сетка вещания. Ну, Новости, понятно, новости кто будет аналитика, да. новости аналитика, будет ли там свобода слова, будут ли там приглашать, кто и как кто будет вести, ты же опытный журналист, кто будет вести редакционную политику. Это будет независимая история от головного офиса американской компании или как? Или это будет продолжение Ну, есть вопросы, надо изучить. Я Мгм. только сегодня это прочитал, поэтому надо изучить этот вопрос. Мгм. Значит, Лина Востроилова вопрос. Повторяется история с Югославией? Была мощная УССР, стала страна третьего мира. Зеленского сливают, а украинцев выдавливают в Европу. Что вы хотите, чтобы я ответил? Вот Но есть я аналогии иногда с не знаю, что Югославией ответить. у вас? Нет, аналогии с Югославией нет. Ни по подоплеке, ни по событиям, ни по чем. И никак. То, что трагедия сегодня в Украине, ну так, наверное же, не мы в этом виноваты. Мы во многом виноваты. Во многом. И до, и сейчас, я понимаю. Но я не вижу параллели с Югославией, кроме, вы же взяли один штрих, что была большая сильная Югославия, мол, смотрите, и была большая 52-летняя Украина, и сейчас вот смотрите. То есть вы взяли вот эту верхушку айсберга, но если так сравнить, окей. Но больше других параллелей я бы не проводил. Так, Вася задает вопрос. Александр Дмитрий, здравствуйте. Вы можете объяснить нам, как и почему Трамп уговаривает Зеленского на вывод ВСУ из Донецкой области? Ведь это Пентагон же управляет нашими войсками, их консультанты в нашем генштабе, вооружение, разведданные тоже принадлежат Америке. Может так, что американцы очередной раз обманули россиян, сказали, что надавят на Зеленского, чтобы он вывел войска, а сами подготовили ВСУ для обороны, и взамен американцы попросили россиян не бить по логистике в полную силу и прочие уступки. Как-то странно выглядит, что американцы уговаривают Зеленского, когда Зеленский полностью зависит от американцев. Если это понимают обычные граждане, то почему на одни и те же грабли наступают постоянно русские? И еще, вот вы часто критикуете Европу за то, что они недостаточно оказывают помощь, а что если Европа вообще перестанет помогать? Тогда все помрем с голоду, как вся наша социалка держится на европейских деньгах, которые лидеры ЕС отжимают у своих пенсионеров и отдают нашим. Спасибо за ответы. Уважаемый Василий, я уже забыл, с чего вы начали. Более того, сейчас Шелест попросит блиц. Поэтому я ваш огромный вопрос, с вашего позволения, разделю на две части. На первую часть, такую большую, Америка, Пентагон, базы управления и так далее, готовят ВСУ, кидают русских, значит, вот мы зависимы от них, а Трамп не может нас уговорить, и почему. Это вот на весь этот вопрос я в системе Блиц отвечу одним словом. Британия. Точка. Вы себе дальше сформулируйте, что я имею в виду. На вашу, значит, вторую часть отвечаю вам, что мы не умрем без европейской помощи, потому что никто нам бесплатно не помогает. А система кредитов и система того, что делает Европа, они это делают не для нас, а для себя. Это второе. Я хочу, чтобы вы это поняли. Европа ничего не делает для нас. Они делают для себя. И тогда, когда их интересы не совпадают с нашими, они играют в себя и против нас. Пример. Польша, которая не пускала наши товары к себе на территорию. Пример. Там 5 или 7 стран Европейского Союза, которые костьми лягут, но не пускают Украину в Евросоюз для того, чтобы не открывать европейский рынок для наших товаров, да, и так далее. А российские активы они забрать не могут, войска сюда они ввести не могут, длинные дешевые деньги они нам дать не могут, ракеты они нам дать не могут, коалиция желающих. Чего желают, хрен поймешь. Политическая импотенция, наверное. Желать желают, и то я не понимаю, что. А на самом-то деле экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности все же сказал. Европе нужно, чтобы Украина повоевала еще года полтора-два, чтобы восстановить свою экономику, свой военно-промышленный комплекс и подготовить себя, любимую Европу,
ну, к современным реалиям. Они сегодня не готовы к этому. И есть еще одна история. Внутри европейского сообщества идет колоссальное сражение мирового левачества и правых, да, ультраглобалистов и консерваторов. Задача Трампа – поменять европейскую власть на консерваторов. Задача ультраглобалистов – сохраниться. А пока суть до дела, пусть Украина воюет. Не зря же вышел сегодня премьер-министр Чехии Бабиш и вспомнил историю Бориса Джонсона Украины апреля 2022 года. Ну вот я вам и ответил. Так, значит, следующий вопрос. Вопросов очень много, друзья. Может быть, все не попадут, но большое спасибо, что оставляете и пишете. Кто для украинского мужчины страшнее, русские или ТЦК? Неверные жены. Ребят, ну я вас прошу, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну вот так как вы спрашиваете, я буду иногда находить вот, да, какой-то такой ответ. Вот. Так подходит, кстати? Вот ответьте там, Неверные жены. напишите. Слушай, Подошел ли на вам самом деле мой там смех смехом, ну, это большая проблема. Ну, конечно. Ну, поуезжали, семьи позаводили с иностранцами. Ну вот, Это большая проблема. видишь, я нашелся. То есть вот это внутреннее вот чувство юмора, оно должно оставаться. Вот мне даже самому понравилась моя реакция, мой ответ. Да, сам себя не похвалишь, никто Это не похвалит, да, я понимаю. друзья. Да, значит, так. М, Добрый день, Александр, Дмитрий Павлович. Когда Зеленский заявил про бусификацию ТЦК, как с цепи сорвались, в Днепре мужика забили насмерть, во Львове прям в квартиру вломились, в Одессе чуть не задушили, люди отбили, и что резануло ухо, хуже России, это приговор Зеленскому лично и его политики диктатора. Я уже молчу о том, что в Украине рабства нема. Это свежее заявление было. Это из той оперы, что я еще типа не обгадился, а штаны обгажены. Добра вам, Дмитрий Павлович, Александр, Кирилл, Торецк, Донецкая область. Я жду, когда представители глобалистских кругов в Украине, партия Евросолидарность Петра Порошенко и партия «Голос» начнут поднимать в парламенте вопрос против своего же министра товарища Федорова по поводу того, что какой беспредел происходит в Не бусификации. Все начнут. очень просто все. Если не начнут, то думайте, ребята, на выборах думайте про картонки, про вот это свободу, про мы вот это. Вот они сейчас у власти. Да, думайте про все расследования товарища Ткача Михаила. Да, будут ли расследования в «Украинской правде» по Коболеву, по Мустафе, по Милованову, по Кудри, ну, по своим? Или не буду? Ну, вы же знаете ответ. Не буду. Вот эта вот выборочная вся история, вот эти выборочные качели, вот они уже вот здесь сидят. И когда мы говорим про бусификацию так называемую, все в руках двух вертикалей. Министерство обороны во главе с министром и все вертикали вооруженных сил Украины во главе с Сырским. Ну вот все. Дать команду прекратить должны кто-то из них двоих. Угу. Руслан пишет. Здравствуйте, Александр, Дмитрий. Государство Ирак получает от продажи нефти 5%, остальное забирают Штаты. С Венесуэлой, скорее всего, будет то же самое. Думать, что после окончания войны Запад будет инвестировать деньги, чтобы Украина процветала, что с ней все будет иначе, может только наивный. Когда в Украине начнут мыслить реально, думать, что будет со страной, если войну не останавливать в срочном порядке? Я не наивный, поэтому вы очень хорошую параллель привели. Мы столько должны Западу, и они такие договора подписали с нами, что, конечно, они хотят вынимать из нас все, что из нас можно вытащить. Там ресурсы и так далее, интересы какие-то и так далее. Поэтому я не наивен, я все понимаю. Войну надо заканчивать, я об этом давно говорю. А что вам еще нужно сказать? Как из этого капкана выйти? Очень сложный вопрос. Но из него можно выйти. И можно выйти из состояния собственной тотальной зависимости, выйти можно. Тяжело, сложно. Почитать надо Ли Куан Ю «Із третього світу в перший». Вот почитать эту книгу. Маленькая страна Сингапур, маленькая. Там вообще ничего нет. А Украина богатейшая страна.
нужна железная политическая воля после войны, нужно многовекторную политику строить внешнюю, как это делает как минимум Казахстан, туда посмотреть на восток, а не только на запад, найти там альтернативу МВФ, ну и разбираться со всем тем, что мы должны и где и в чем мы должны участвовать как государство на равных партнерских отношениях. Это задача после окончания войны. Мы ее или решим, или не решим. Тут третьего не дано. Так, ну тут тоже про прошлое. Валентина спрашивает, Дмитрий, вы всегда выставляете Украину белой пушистой. Россию во всем обвиняете. Вопрос. Для чего в Очакове строили военную базу, в Крыму начинали строить? Моя версия – лишит Россия выходу в Черное море. А ваша? Украина разминировала Чонгар. Для чего? Моя версия – для наступления на Крым. А ваша? Вы по-прежнему будете утверждать, что эту войну развязал только Путин. Украина на полном обеспечении США и Европы. Это дает мне право утверждать, что эти страны являются непосредственно участниками войны. А вам? Так они, может быть, и есть. По-одесски чуть-чуть как-то. Не, нормально. Не, ну я понимаю, человек пишет из России, я понимаю. Я отвечу. Итак, Чонгар точно в другую сторону. С этим еще надо разбираться, кто и зачем разминировал Чонгар. И это предательство перед Украиной. Это точно не для нашего наступления туда, для их наступления сюда, и так оно и произошло. А дальше Очаков там строить базу, не базу и так далее. А что, не имеем права строить базы? Нет. По Конституции. В Крыму не имеем права. Нет. По Конституции свои базы не имеем права строить. В Крыму? Британские. Не в Крыму, а в Очакове. Это Николаевская область. Не, про свои базы мы говорим, про украинские, так мне показалось в вопросе, почему мы строили базы. Поэтому, строили и строили, да, не должны, что ли, строить. Но я не очень понимаю. А третье, отвечу вам одним словом. Есть медицинский факт. 24 февраля 2022 года товарищ Путин начал широкомасштабную войну против Украины, которая длится уже через недельки-полторы 4 года. Это факт медицинский. Все остальное – это политическая история. Кто там кого куда провоцировал, кто в чем принимает участие. Весь мир принимает сейчас в этом участие. Кто-то помогает Украине, кто-то продает России, Иран, Северная Корея, Китай. Огромная война. Начал ее, конечно, Путин. Неужели у кого-то на земле, неужели есть другое мнение? А вот это как оно к этому подводит, так не подводитесь к этому. А в мире есть миллион способов политических, как можно было решать все противоречия, которые, наверное, скопились между двумя странами. Наверное. К 2022 году было много противоречий. Но, наверное, не так. Пожалуй, и все. Так, сразу несколько вопросов от разных пользователей. Давайте суммируем, потому что давайте я выберу, в принципе, один из них, они очень перекликаются. Дмитрий, президент объявил о задаче убивать 50 тысяч русских в месяц, озвучил потери в ВСУ 55 тысяч за 4 года. Зачем с таким соотношением потерь о чем-то вообще договариваться? Ведь украинская армия за 4 года бусификации и с такими низкими потерями уже 1,2 миллиона с лишним, а у русских через год пара тысяч солдат останется. И просят прокомментировать и вот эти... сейчас просто другие пользователи, они сравнивают там на линию фронта делят эти 55 тысяч убитых, и так далее. Ребят, не читайте никогда во время военных конфликтов, никогда не слушайте особые цифровые показатели погибших, раненых и так далее, и так далее. А сказал и сказал. Для этого тоже есть, наверное, какая-то цель, мотивация и так далее. Никто и никогда, ни Украина, никто никогда вам не скажет истинную картину. Каждый пытается. Это частичка информационной войны в том числе. Поэтому не тратьте свои математические способности. Все понимают. И это было сказано для зарубежного СМИ, если я не ошибаюсь. И тоже это имеет свою цель и свою задачу и так далее. Мы все прекрасно все понимаем. Хотя, кстати, никто не знает истинных цифр. Никто. Ими же все манипулируют. А Трамп про нас когда говорит. Тоже манипуляция, знаете, как это сказать? Не манипуляция, жонглирование цифрами.
27, 29, 50, 100, там 600 тысяч, 700, 500. Слушай, в сотнях тысяч. А это же человеческие судьбы, так нельзя. Я вообще когда-то даже так эмоционально высказался, вот даже против позиции Трампа. У него был какой-то период там прошлым летом, что он каждую неделю называл новые цифры погибших, значит, в Украине. И у него все это было в разнице там 100 тысяч человек. 500, 600, 700. Я даже как-то так вот косвенно обратился, что, мол, господин Трамп, ну вы так манипулируете сотнями тысяч человеческих жизней, это так, ну не совсем это морально, нравственно и так далее. Поэтому лет через 5 после окончания войны мы, наверное, будем знать истинные масштабы всего того, что происходило. И то не факт. Мгм. Так, давайте подключать чат трансляции. Денис Савенков спрашивает, что опаснее для общества? Страх говорить или иллюзия, что все под контролем? С уважением, Денис Савенков. О, это классный вопрос. Супер. Супер. Ну, иллюзию тебе создают под страхом невозможности говорить. Вот, наверное, так. Да, перейдем в чат трансляции. Значит, что здесь? Спрашивают, чем и как Украина будет расплачиваться с Западом? Вопрос от Юрия. Ну, это никто не знает. Есть четкие цифры. Мы должны 213 миллиардов. Наш долг внешний составляет 98,5% ВВП. Это преддефолтная история. Но если прийти к компромиссному миру, и если осуществится то, о чем говорил там Уитков, да, вот этот BlackRock, заходящий сюда, привлечение 800 ярдов на 10 лет, 200 миллиардов путинских денег, которые пойдут на инвестирование, на восстановление Украины, какие-то другие вещи, о которых мы пока не знаем. Вот если все это вместе совокупить, то экономику можно запустить в течение 2-3 лет. А как рассчитываться с кредиторами и с долгами? Ну, есть несколько вариантов, как это сделать, но это вполне осязаемая реальная вещь. Весь мир должен. Сегодня 340 триллионов долларов должны все в этом мире. И Америка должна 35 триллионов долларов, да, внешне, долговых обязательств. Поэтому в этом нет ничего непреодолимого. Самое главное – привлекать инвестиции, находить длинные дешевые деньги, запускать реальный сектор экономики, желательно не самостоятельно. Желательно на партнерских отношениях с крупными западными компаниями и на партнерских отношениях с крупными восточными компаниями. Тогда на тебя точно не нападут. Это и будет платформа для гарантии твоей собственной безопасности. Когда здесь будут глобальные деньги, глобальные проекты. Угу. Так, значит, здесь в чате еще вот такой вопрос. Кто опаснее для Зеленского? Путин или Трамп? От Андрея вопрос. Опаснее? Опаснее, да. Да, никто. Ни тот, ни другой. С точки зрения, кто из них опаснее. Ну, как можно сравнивать? Я даже я не нашелся вот здесь так, чтобы что-нибудь такое остренькое ответить. А с Путиным все понятно, да, ну, всем все понятно с Путиным. Что касается, как себя вести с Трампом, то мне кажется, что Владимир Зеленский уже вот нащупал и нашел вот ту линию, манеру поведения, которая ему вот удается, как-то удается. Вот. То, что мы зависимы очень от позиции Трампа, от его эмоциональности, никто не знает, что он скажет завтра, это правда. Но поскольку это нельзя предотвратить, как цунами, то степ-бай-степ, значит, справляться с проблемой нужно по мере ее поступления, не более того. Спрогнозировать Трампа невозможно. Ну вот как бы так. Спрогнозировать Путина реально. Ну это все тоже видят, понимают и так далее. Значит, если разделят госдолг пропорционально на всех украинцев, на каждого, согласился ли бы Спивак выплатить свою долю? Владислав интересуется. Так о чем мне соглашаться или нет? Я плачу налоги. Все, что происходит в бюджете, так или иначе, зависит от каждого из нас. Мы все равно это платим через тарифы, через пошлины. Это очень сложный процесс. Это 2. Третье, если ты гражданин Украины, то так оно и будет. И ты будешь частичку своего долга выплачивать.
да, по разным ручейкам и направлениям. Ну, поэтому все это понятно, ясно. Я же еще раз говорю, весь мир должен. Это не только Украина. Весь западный мир погряз в кредитах, долгах и так далее. И с этим как-то живут. А, Ой, вопросы, конечно. Что там смешного? Ну вот как комментируют по поводу там кто чего, да. Вопрос. Бусификация — это проект Ми-6? Нет, бусификация – это проект нашей глупости, тупости и жажды наживы и непонимания, что внутреннее единение и сила не может строиться на насилии друг по отношению к другу. Вот это наше внутреннее достижение, бусификация. Можем поделиться им с кем. Экспортировать можем. Мир этого не знает. Это наше ноу-хау. К сожалению, говорю об этом я. О, вот это мне нравится тоже. Сергей, вы можете искренне сказать, какие древние семьи управляют Путиным и Зеленским, чтобы знать, к кому обращаться? Не, ну у нас есть эти, знаете, я ж нет. Поэтому со мной не поделились, но в Украине есть 2-3 эксперта, они знают их всех поименно, иногда в гольф с ними играют. Вот. Ребят, если бы кто-нибудь знал бы точные ответы на эти вопросы, они очень сложные, а вы их делаете линейно. Я сказал, от кого зависимы мы. Действительно, это так. Центробанк России до сих пор работает по правилам, выстроенным Федеральной резервной системой. А вооруженные силы русские пользуются Старлинком, значит, Маска, представителя страны, стратегического противника. В 90-е годы бриты и американцы зашли всеми своими компаниями и корпорациями в Россию. Писали там конституции, правила, в том числе банковского сектора и так далее. Ну вот доллар, он же есть доллар, а кто управляет долларом? Ну вот посчитайте эти семьи и ответьте себе на этот вопрос. Но это сложная дискуссия. Я мог бы все это разложить, да, начиная с 20 века, после революции, как американские и британские компании строили там в СССР заводы, фабрики и так далее, как они туда заходили, зачем, почему, ну и так далее. Сложная штука. А вы хотите, назови мне фамилию, Пупкин управляет этим, а вот этим. Ну, немножко все сложно. 50 оттенков серого, ребята. Даже в таких отношениях, а вы уж про политику. Важный, кстати, вопрос о страхе смерти. Боится ли Спивак смерти, учитывая того, что в Одессе громыхает каждый день, то, с чего мы начинали, да? Ну, мы начинали за кадром, вы в кадре сказали. Это ведь очень такой важный вопрос. Страх смерти, тем более уже когда 4 года войны, еще и летит каждый день чего-то на голову. Как вы на него отвечаете? Не знаю, ребят, давайте мы как бы так правильно, давайте мы процесс исповедования, я не уверен, что да каждый, наверное, нормальный человек испытывает подобные страхи, находясь там, где идет война. Ну разве есть другой ответ на этот вопрос для любого человека? Другое дело, как ты подходишь к этому, такими это большая такая психологическая тема. Не хочу про это. И так живем в этом всем. Не хочу. Угу. Не хочу развивать, в смысле, эту тему. Давайте закончим еще вопросом про футбол. Да, супер. Вернется ли Россия на чемпионаты ФИФА? И тут еще упоминали про на каком языке Львовским Карпатам нужно мотивационную речь от капитана перед игрой слушать, чтобы лучше голы забивать. Да, вторая часть вопроса, да, ироничная, замечательная. Понимаю вашу иронию, все понятно, да. Вернуться, да, тренд поменялся потихонечку. Это окно Овертона. Это не произойдет завтра, но в течение 26-28 годов, мой прогноз, в течение 2 лет, постепенно разные федерации
в том числе Международный олимпийский комитет. Но сначала разные федерации постепенно будут возвращать российских и белорусских спортсменов. Что касается конкретного футбола, ФИФА, там УЕФА европейского, я не знаю, когда это точно произойдет, но 26-28 оно постепенно произойдет. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу, за вашу активность, за то, что ставите лайки, дизлайки, пишите комментарии, за то, что участвуете в наших беседах. Дмитрий, благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.